Всем привет, винтажники! Сегодня у нас не просто распаковка, сегодня мы прикоснемся к истории, узнаем о происхождении каждого бренда в распаковке и какие маркировки у них существовали. Разберемся, как определить возраст украшения по его исходным данным и узнаем, за что их ценят на сегодняшний день коллекционеры винтажной бижутерии. Приступаем. Я уже сняла с него почтовую упаковку, продавец запаковал его в мягкий почтовый конверт, и я очень сильно надеюсь, что тут ничего не повредилось при транспортировке. И первым я покажу вам эти серьги. Как вы видите, продавец все очень заботливо упаковал на отдельные картонки, подписал их. Посмотрите просто на эту роскошь. Это клипсы, Япония, 60-е годы. Золотое время, когда Япония производила украшения на экспорт. И основным их покупателем была Америка. Посмотрите просто, в каком превосходном состоянии для своих лет они сохранились. Этот лот, как вы поняли, не чистился, не мылся и не протирался от пыли, поэтому мы смотрим с вами все так, как оно и приехало. Конечно же, для их возраста есть потертости на жемчуге. Это абсолютно естественный процесс. И я вижу потерю двух маленьких кристалликов. Обратная сторона у них также прекрасно сохранилась. И есть на обоих прижимных лапках маркировка о том, что они созданы в Японии. Я также предположу, что здесь использован ювелирный сплав и, возможно, даже имеется позолота. Прекрасные клипсы, которыми я просто не могу налюбоваться, они невероятно красивые и нежные, несут с собой эпоху того времени, когда каждая женщина выглядела просто как кинодива. Но мы с вами двигаемся дальше, и на обзоре у нас будут вот эти невероятные клипсы. Я не знаю, догадались ли вы про этот бренд. Они выполнены в золотом тоне, имеют эмаль. И давайте я скрою так название хитро. Мягкая прижимная лапка, то есть ее можно подрегулировать под вашу мочку уха. И, конечно же, это бренд Кора. Кора – это бренд, который останется навсегда в истории винтажной бижутерии и был один из самых крупных и влиятельных брендов в 20 веке. Компания существовала с 1901 по 1979 год, и я предполагаю, что у нас с вами серьги где-то годов 60-х. У них также существовали люксовые линейки Cora Craft и линейка Vendom. Это также люксовая линия от Cora. Компания Cora к 30-м годам стала крупнейшим производителем бижутерии в Америке, и пик своего развития обрела после Второй мировой войны. Очень знаменитые есть броши-дуэты. Украшения от фирмы Cora, они достаточно ценны на рынке. И я очень рада, что в моей коллекции появились такие невероятно красивые серьги с безумно красивым дизайном. Смотрим на еще одни не менее красивые серьги компании Lissner. Lissner – это еще одна крупнейшая компания на рынке США, ставшая известная по всему миру благодаря своим украшениям, которые сегодня ценятся коллекционерами винтажной бижутерии. Она была основана в 1904 году Дэвидом Лиснером и начала набирать обороты в 1930-х годах. С началом Второй мировой войны до этого периода много украшений импортировали из Европы, но Вторая мировая война сделала это невозможным, и они открыли свои линии производства бижутерии и начали разрабатывать активно свои дизайны. А пик популярности Lissner приобрели в 50-х и 60-х годах. Также были очень популярны парюры. Это когда есть комплект из сережек, колье и браслета, например.
А теперь давайте попробуем определить возраст этих сережек по тем данным, которые у нас имеются. Во-первых, у нас видны следы патины, это говорит про их возраст. Во-вторых, мы видим с вами маркировку наименования бренда. Бренд начал ставить маркировку с 1935 года на всех своих изделиях. Лиснер печатными буквами. У них была другая маркировка курсивом, и примерно она появилась в 1938 году. После у них появилась следующая маркировка в виде удлиненной буквы L, и она уже наносилась на изделие с 1959 года. Знак копирайта нам говорит о том, что перед нами с вами представители 50-х, 60-х годов. Знак копирайта Лиснер начали ставить с 1955 года. Украшения, которые выпускались позже этого периода, с 70-х годов, очень часто маркировались как Лиснер Ришелье. В 70-е годы компания объединилась с Ришелье и прекратила свое существование в 1985 году. Поэтому маркировка нам дает четкое понимание того, каким возрастом обладают эти серьги. Напишите в комментариях, есть ли у вас украшения от этого бренда или хотели бы вы себе нечто подобное. Я просто влюблена в каждый изгиб, в каждую деталь, в каждую их полосочку, в каждое пятнышко с патиной, потому что это кусочек истории, который уже никогда не вернется в мир современности. Она останется вот такой, какая она есть. И этот кусочек истории сегодня у меня в руках. Невероятное чувство, друзья. А сейчас я вам покажу просто настоящий венец творения бижутерного искусства. Компанию, которую многие коллекционеры знают не понаслышке. К сожалению, мне эти серьги приехали с небольшой потерей. Итак, у меня в руках изделие фирмы Крамер. Это компания, которая была основана в 1943 году и существовала вплоть до 1980 года. Ее основателем был дизайнер Луис Крамер. И впоследствии к нему присоединились его два брата. Луис Крамер был убежден, что бижутерия должна быть богата на камни, и создавал свои изделия вплоть похожими на ювелирные. Его камни сияли, создавая эффект драгоценных изделий. И часто их называли diamond look, то есть они выглядели полностью как изделия из бриллиантов. Эта компания известна тем, что в период с 50-х по 60-е годы они производили украшения для бренда Кристиана Диор. Также они отличаются тем, что очень часто в своих изделиях они использовали ювелирные сплавы, позолоту и покрытие роди. Мы видим с вами бусины. Они все очень разные, похожи на художественное стекло, но на самом деле это пластик, возможно, нечто подобное на люцит. И сейчас я вам кое-что покажу. Специально для вас сделала копии страниц книги Джудит Миллер. И эти украшения посвящены в разделе как раз-таки бренду Крамер. Так вот, мы видим с вами похожие, очень похожие серьги из коллекции, клипсы с бусинами Bubblegum, то есть типа как жвачки. У нас эта, наверное, коллекция была немножечко другая, посвященная, возможно, чему-то ледяному, похоже на растрескавшийся лед внутри. И это клипсы 60-го года. Давайте попробуем определить по тем данным, которые у нас есть, к какому периоду относятся наши изделия. Сперва посмотрим на материалы, из которых сделаны клипсы. Мы видим пластик. Это уже очень характерный знак. Далее мы видим с вами маркировку фирмы Крамер и знак копирайта. Крамер маркировали свои изделия, начиная с 1943 года. И до 1955 года бренды, изготавливающие бижутерию, не могли быть защищены авторским правом. Поэтому знаки копирайта начали появляться после введения определенных законов.
Знак копирайта говорит о том, что наше изделие производилось 1955 года. Перед нами с вами украшение, которое датируется где-то от конца 50-х, начала 60-х до 70-х годов. Невероятнейший кусочек истории у меня в руках. Это маленькие осколочки того времени, которые говорят нам о большой и красивой истории моды. А мы с вами двигаемся дальше. А сейчас я вам покажу самое загадочное украшение из всего лота, которое оставляет шлейф таинственности, и, возможно, мои знатоки, смотрящие это видео, смогут мне также помочь разобраться и найти больше информации про этот бренд, потому что у нас с вами на обзоре невероятной красоты серьги. К сожалению, я сразу видела на снимках продавца потерю одного кристалла в центре. Вы только посмотрите на этот невероятнейшей красоты дизайн. Листики в цветочных мотивах, листики выполнены с брошюровкой, все камни закреплены в крапана. Это говорит нам о том, что над украшениями работали мастера, которые также занимались и ювелирным делом. И перед нами с вами самый таинственный бренд с историей винтажной бижутерии, который я только встречала. Возможно, у него какой-то есть французский подтон в голосе, в произношении его названия, но информации на сегодняшний день сбереглось крайне мало, и гласит она о том, что это изделие примерно 50-х годов. Как я вам уже ранее сказала, бренды маркировали изделия со знаком копирайта после 55 года. Если тут такого знака нет, украшение не старше 60-х годов, то есть где-то оно выполнено в 50-е. Этот бренд был достаточно нишевый, но по его изготовлению мы можем видеть, что, скорее всего, он сделан из ювелирных сплавов. В нем использованы очень красивые кристаллы, и предполагаю, что это австрийские камни от Сваровски. Так что на замену кристаллика нам придется искать, соответственно, винтажного донора. Как тонко мастера раньше создавали украшения, как много внимания уделялось их деталям. Вы видите здесь многоярусная сборка, то есть как минимум 2 яруса есть, которые скреплены между собой. Сделано это все невероятно качественно и сохранилось до наших дней просто в превосходнейшем состоянии, за исключением одного камня. И вот такая шикарнейшая находка сегодня у меня в коллекции. И следующим в нашем обзоре будет не менее любимый бренд среди коллекционеров. Это восхитительный бренд, который просуществовал фактически всего лишь 32 года. Выглядят они, конечно, великолепно. И это бренд Bergère. История этого бренда началась в Америке в 1940 году. Он был основан в Нью-Йорке и продавался в лучших универмагах страны. Популярность этот бренд набрал в 1950-60-е годы. Название Bergère относится к французскому слову и переводится как «пастушка». У бренда было несколько маркировок на протяжении своего периода существования. И первая маркировка, которая была использована, это бренд Bergère. Далее маркировка поменялась. Использовалась с 1946 года. И маркировка, которую мы видим на нашем экземпляре, появилась в 1948 году. С 1955 года ставился знак копирайта. Поэтому по этой информации мы можем судить о возрасте наших сережек на обзоре, что они были выпущены примерно в период с 1948 по 1955 годы. Этот бренд достаточно популярный, как я уже сказала, среди коллекционеров, и ценится он потому, что этих украшений не производилось в таком массовом количестве, как, например, украшения от бренда Monet, Trifari или Cora. И до сегодняшних дней этих экземпляров осталось не так уж много в прекрасном состоянии. И вот такой чудесный экземпляр сегодня попадает в мою коллекцию. Ну и сейчас мы прикоснемся с вами к еще одному достаточно редкому бренду среди винтажной костюмной бижутерии, который просуществовал на рынке всего лишь 19 лет. Сперва давайте насладимся дизайном этих невероятных сережек,
какая интересная у них работа и достаточно сложная, потому что здесь высокая детализация. Есть небольшие сходы покрытия на жемчужинках, но сам металл и кристаллики с Аврора Бореалис, которые, скорее всего, являются кристаллами от Сваровски, сохранились просто в прекраснейшем состоянии. И это клипсы от бренда Judy Lee. Этот бренд был основан в Америке и назван в честь имени дочки основателей, которую, соответственно, звали Judy Lee. Поскольку этот бренд имеет слишком короткий период существования, он очень ценится среди коллекционеров винтажной бижутерии и встречается не так часто, как продукция, например, более крупных брендов, таких как Monet, Cora и так далее. Свою популярность этот бренд набрал в 50-х, 60-х годах за счет использования очень высококачественных материалов в производстве, необыкновенных и сложных дизайнах. У них существовала всего одна маркировка Judy Lee. И давайте попробуем определить возраст наших сережек по тем данным, которые у нас имеются на изделии. Мы видим с вами, есть надпись о том, что был подан патент. Это значит, что серьги были произведены до 55 года. Наши серьги датируются где-то с 49 по 55 год. Единственное, что выдает их возраст, это небольшие потертости на жемчужинах. Бренд имеет художественную ценность, потому что сделан достаточно сложно, очень красивый дизайн. И, конечно, я его оставлю у себя в коллекции. Но сейчас мы с вами прикоснемся к еще одному прекраснейшему бренду, который входит в огромное количество каталогов по винтажной бижутерии. Просто посмотрите на его невероятнейший дизайн. Это полусферы, которые обрамлены в филигранную шапочку от цветочка. Клипсы на винтах, которые имеют также активный прижимной механизм. То есть это максимально удобный вариант клипс, потому что его можно подрегулировать абсолютно на любой размер мочки уха и с абсолютно любым прижимом. Итак, у нас с вами на обзоре великолепнейший бренд Assesa Craft. Это бренд, который был основан в Нью-Йорке в 1930-х годах и изначально занимался производством фурнитуры для сумок и обуви. Но уже в 1940-х годах они запустили свою собственную линейку по производству украшений и ворвались в индустрию моды со всего размаха, набрав популярность в 60-х и 70-х годах. В этот период компания производила высококачественные украшения, часто вдохновленные историческими эпохами, такими как эпоха Возрождения, византийские мотивы или мотивы с Древнего Египта, а также украшения, которые относятся к так называемым statement. Это украшения яркие, акцентные, которые могут стать подиумными вариантами, как эти серьги массивные в моем случае. И у них всегда была маркировка, точнее очень частая маркировка Assesa Craft New York. Давайте теперь попробуем определить, к какому периоду относится именно этот экземпляр. Итак, если у нас с вами есть всего несколько вводных данных, это дизайн, материал, маркировка и механизм прижимной лапки. Материал, в принципе, у них на протяжении всего периода был именно такой, они его сильно не меняли как-то, поэтому это нам сильно большого разбега по информации не даст. А вот прижимная лапка как раз-таки говорит о том, что это серьги примерно 60-х, 70-х годов, потому что именно в тот период использовались подобные механизмы. И у нас сегодня на обзоре еще один прекрасный экземпляр из ушедшей эпохи. Мы двигаемся дальше. У нас осталось еще две прекрасные пары сережек. Одни из сережек мы рассмотрим с вами достаточно быстро, потому что этот бренд уже сегодня был у нас на обзоре. И это две вот такие плоские полусферы, которые просто невероятно сияют, даже несмотря на то, что они очень пыльные. И это серьги на винтовом механизме от фирмы Cora.
Давайте посмотрим на их маркировку. Я думаю, что это достаточно старенький экземпляр, где-то с середины 50-х до, возможно, середины 60-х годов, судя по их механизму. Сильно останавливаться на них не будем, просто полюбуемся тем, какой яркий у них дизайн. Несмотря на свою кажущуюся массивность, они достаточно легкие, но при этом невероятно стильные. А вот на втором мы с вами остановимся подробнее. И этот бренд, который максимально привлекает внимание коллекционеров и также ценится на рынке винтажной бижутерии, потому что просуществовал он всего лишь 10 лет на рынке. Украшений было создано крайне мало за этот период, поэтому каждая из них, дожившая до сегодняшних дней, обладает коллекционной ценностью среди ценителей винтажной бижутерии. И это бренд Elizabeth Mori. Бренд был основан в 50-х годах и прекратил свое существование в 60-е годы. Известно, что сама Элизабет была дизайнером. Этот бренд также представлен в книгах и каталогах для коллекционирования. Мы можем видеть, что наш экземпляр немножко имеет сходы покрытия. Но, возвращаясь к его истории, бренд стал цениться именно благодаря своим сложным дизайнам, очень высокому качеству изготовления. Они часто использовали австрийские стразы, художественное стекло, эмаль, имитацию жемчуга. Среди известной информации по их маркировкам указано название дизайнера Elizabeth Mori, и также имеются маркировки со знаком копирайта, поэтому мы можем судить по нашему украшению, что, скорее всего, оно было создано до 1955 года. Незначительные утраты покрытия на краях граней лепестков. Наша застежка в прекраснейшем состоянии, задняя сторона клипс также в хорошем состоянии. Видимо, жизнь их немножко помотала, но они добрались до сегодняшнего дня без поломок, без повреждений, только слегка утратив покрытие на гранях. Вот такой прекраснейший экземпляр у нас сегодня с вами на обзоре бренда, который просуществовал самый короткий период из всех представленных за сегодня. Что ж, напишите в комментариях, если вам понравилась эта распаковка. Лично я от нее в огромном восторге, потому что я рада такому прекраснейшему и ценному пополнению своей коллекции. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, куда я периодически выставляю украшения на продажу в поисках новых прекрасных владелец. Что ж, всех обнимаю, благодарю за просмотр. Пока-пока!